Привет всем! Сейчас я снова нахожусь в Улан-Баторе. Это район называется Жуковка. По-местному это называется музей имени Жукова. Год назад я уже был в этом месте. Ссылку на старое видео вы найдете под этим видео в описании. Вот сейчас снова решил приехать на это место и снова снять для вас это видео, чтобы показать, что здесь изменилось за это время. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Только памятник Жукову немножко подкрасили, сделали его покрасивее. Сейчас я к нему подойду. Так, вот это памятник Жукову. Сейчас я к нему подойду. Посмотрим на него получше. В этом году его, видимо, покрасили. Немножко привели в порядок. Сейчас я вместе с вами пройдусь по этому району. Посмотрим хрущевки. Посмотрим, как тут русские живут. Погода сегодня хорошая, немножко душновато, как всегда. Доехать до этого места можно на автобусе номер 1 из центра. Проезд стоит 500 тугриков. 1 рубль стоит 40 тугриков сейчас. Но для этого нужно купить карту 3600 тугриков. Ну и соответственно сверху положить еще на карту 5000 тугриков. Итого я потратил 8600 тугриков. Деньги на карте когда закончатся, потом карту можно пополнить. Так что пойдемте пройдемся по этому району, дойдем до русской школы номер 14. И вообще я вам покажу тут райончик, что здесь находится. Поэтому прошу досмотреть это видео до конца. Так, вот я и подошел поближе уже к хрущевкам. Отсюда видно сразу несколько домов. Сейчас я подойду поближе. Посмотрим, кто там живет. Может быть, даже с кем-то получится поговорить. Зашел я тут на территорию домов. Создается очень грустное такое впечатление. Немножко все заброшенное, неухоженное. Но люди здесь живут как-то нормально в целом. Вы все можете видеть сами. Проходил тут мимо, увидел эту парковку, решил вам показать. Такая колоритная парковка между хрущевками. Там даже юрта стоит. Интересно, она платная или бесплатная? То, что она неохраняемая, это видно сразу. Вот с этого места можно увидеть, сколько здесь хрущевок стоят на этой стороне. Вот там номер 8 я вижу. Вот тут номер 9. Вот там номер 10. И, судя по всему, вот там вдалеке 11. То есть на этой стороне я насчитал 4 хрущевки. Они окружены забором. Кроме вон той 11-й дальней. Это, как говорят, еще территория России. Они принадлежат посольству России в Монголии. Получается, с номерами я тут немножко ошибся. Первый дом был 8, 9, вот это 10. Они окружены забором с колючей проволокой. А вот этот дом номер 2, вот там я вижу табличку. Скорее всего, он не относится к российским домам, раз он не окружен забором. Хотя тоже хрущевка. Подробностей я не знаю. Местные, тут я вижу, ходят русские, но я не хочу к ним приставать. Вы все видите сами. Кто жил, тот вспомнит. Итак, давайте подведем итоги. Я дошел до конца улицы. Первый дом был номер 8, но на нем таблички не было. Я выводы сделал из того, что следующий дом был номер 9 и 10.
А это дом номер 2. Я не знаю, принадлежит ли он посольству России. Скорее всего, да. Потому что тоже вот тут забор похож. И охрана есть. Итого 4 хрущевки, которые, скорее всего, принадлежат посольству России, соответственно, самой России. Пойду дальше. Дойдем вместе до школы номер 14. Там дальше находится ресторан «Кремль». Посмотрим, в каком он состоянии. Нашел я тут высокое место, с которого хочу вам показать этот район еще раз. Так, вот слева вы можете видеть эти 4 хрущевки, мимо которых я с вами прошел сейчас. Вот тут по центру находится парковка, которую я вам показал. Вот там, видите, стоит юрта. Сейчас я приближу. Справа тоже стоят дома. Я не знаю, кто в них живет. Вот там я вижу номер 13 на доме. Скорее всего, там тоже смешанное население. Подходить я к нему уже не буду, просто так вам показываю. Кто здесь раньше жил, тот узнает эту местность. За эти годы здесь мало что изменилось. Только машины тут можно увидеть, очень дорогие. Например, как вон тот Mercedes. Пойдем дальше, посмотрим, что здесь еще находится. А вот этот ресторан «Кремль». Год назад он был в хорошем состоянии, покрашенный. Но, видимо, что-то пошло не так. Сейчас он какой-то облезлый, потертый. Не знаю, работает ли он вообще. А нам надо идти вон туда дальше. Там находится школа номер 14. По дороге к школе увидел тут пустырь, который превратился в небольшую парковку. А также заметил до боли знакомые панельные дома. Рядом вот стоит еще одна панельная хрущевка. Как мы видим, на ней на крыше есть надстройка. И тут же на пустыре мы можем увидеть юрту. Ну и, конечно, тут же строятся новые дома, которые никак не гармонируют с уже построенными. Строят тут как хотят и где хотят. Строительство, конечно, в Улан-Баторе очень хаотичное. Интересно будет узнать мнение тех, кто здесь когда-то жил. Если среди моих зрителей есть люди, которые здесь раньше жили много лет назад, напишите, пожалуйста, в комментариях, много ли что здесь изменилось с тех пор и в какую сторону. Заранее спасибо. Вот я и дошел до русской школы номер 14 в Улан-Баторе. Она принадлежит посольству Российской Федерации. Близко подходить я не буду, чтобы не было проблем. Тут находится КПП, колючая проволока. Школьники ходят. Учебный год, видимо, еще не закончился. Кстати, по дороге сюда я видел Российский экономический университет, где тоже русский преподается. Видимо, потом ученики имеют возможность учиться в Москве. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Может, кто-то здесь и учился. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. До свидания.